Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила. Сегодня приглашаю вас на вязание вот таких теплых носочков. Наступает зима, и я думаю, что они нам будут очень кстати. Носочки вяжутся просто, легко. Любому из вас под силу их связать, а я просто покажу, записала для вас мастер-класс очень подробный от начала до конца, как их правильно связать. Друзья, все мои видео, мастер-классы на канале для вас абсолютно бесплатно. Поэтому, если вы еще сейчас смотрите это видео, не подписавшись на канал, то, пожалуйста, прямо сейчас сделайте это. Нажмите на кнопочку подписаться, на колокольчик, и вы никогда не пропустите видео, которые будут выходить на нашем канале. Ну а сейчас мы начинаем мастер-класс. И начинаем мы с того, что нам нужно для того, чтобы связать такие носочки. Я купила вот такую пряжу Melissa Baby. Это 100% акрил. И здесь, видите, написано 95 граммов, 240 метров, антипилинг. Что такое антипилинг? Вы должны знать, что это специальная обработка пряжи, которая позволяет очень плотно прилегать нитям, и она предотвращает скатывание. Вот когда вещь уже связана, потом она не скатывается. Теплая, мягкая, антиаллергенная. И, в общем, если вам попадается антипилинг, берите. Он подходит для детских вещей, для шарфиков, там, для шапочек. Вот крючочек 2,5 будем брать. Ну, в общем, для любых изделий, которые прилегают напрямую к телу. И нам понадобится еще сантиметр. Ну, вот это, в принципе, и все. Пряжа, крючок и сантиметр. Длина стопы в моих носочках будет 23 сантиметра, высота резиночки 11,5 сантиметров и от носочка до верха резинки 29 сантиметров. Ну а мы начинаем. Для начала набираем цепочку из воздушных петель. Делаем первый узелок и набираем петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот 9 петель мы набрали воздушных. Сейчас поближе сделаю, чтобы вам было хорошо видно. И теперь начинаем провязывать столбики с одним накидом. Вот 2 петли пропускаем и в третью провязываем столбик с одним накидом. Дальше в четвертую столбик с одним накидом. В пятую, в каждую петельку дальше провязываем столбик с одним накидом. В следующую петлю столбик с одним накидом. Следующую петлю. Вот здесь у нас остается 2 петли. Мы делаем следующим образом. В первую петлю из этих двух мы провяжем 2 столбика с одним накидом. Вот первый столбик. И в эту же петлю еще один столбик с одним накидом. А во вторую петлю мы провязываем один столбик с этой стороны. Один вот так с этой стороны. А затем как бы разворачиваем вязание. И второй столбик с другой стороны. Вот так с другой стороны провязываем столбик с одним накидом. И дальше мы пойдем по ряду, провязывая в каждую петелечку столбик с одним накидом над столбиками с той стороны. Нить, конец вот этой, который у нас остался, мы ее ввязываем сюда, чтобы она потом у нас
не болталось в носочке. Вот так над каждым столбиком провязываем столбик с одним накидом. Доходим до конца ряда. Провязываем последний столбик вот сюда в уголочек, столбик с одним накидом. А здесь у нас, видите, вот тут первые были вот как бы воздушные петли, мы пропускали, да, 2 петли, в третью вязали. И вот сюда прямо в эту цепочку провязываем столбик с одним накидом. Раз, в эту же петельку еще раз, еще один столбик с одним накидом. Поднимаемся наверх и в верхнюю петельку соединительный столбик. Вот первый ряд мы провязали. Это будет первый ряд нашего носочка. Теперь второй ряд. 3 воздушные петли. В следующую петельку провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Теперь в следующую петельку 2 столбика с одним накидом. 1. В эту же петлю второй. В следующую петлю 2 столбика с одним накидом. 1. Второй в эту же петлю. И теперь мы двигаемся до конца ряда, провязывая в каждую петельку по 2 столбика с одним накидом одинаково. По кругу 2 столбика с одним накидом в каждую петлю. И доходим до конца ряда. В конце ряда провязали в каждую петлю по 2 столбика. Теперь цепочкой из воздушных петель в третью верхнюю петлю провязываем соединительный столбик. Вот, закончили второй ряд, приступаем к третьему. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И теперь надо обрезать этот конец нити. И начинаем ряд. Следующие 2 петли провязываем по одному столбику с одним накидом. В первую петлю 1 столбик с одним накидом, во вторую петлю 1 столбик с одним накидом, а в третью петлю провязываем 2 столбика с одним накидом в одну петлю. 1, и в эту же петлю сюда же второй. Дальше 2 петли по одному столбику, 1 столбик с накидом, во вторую петлю второй столбик с накидом, в третью петлю 2 столбика с одним накидом. 1, и в эту же петлю второй. Думаю, что понятна вам схема, да? Следующие 2 по одному, в третью 2, 2 по одному, в третью 2, по одному 2. Вот так и продолжаем двигаться до конца ряда. 1 столбик, в следующую петлю 1 столбик и в третью петлю 2 столбика. Весь этот ряд вяжем тройками. Столбик с накидом в петлю, в следующую петлю столбик с накидом, а в третью петлю 2 столбика с накидом. Весь ряд провязываем до конца ряда. Здесь в конце ряда опять же последнюю провязываем. Вот тут у нас был 1 столбик, в эту последнюю петлю 2 столбика из одной петли, в основание воздушной цепочки столбик с одним накидом и в верхнюю третью петельку цепочки соединительный столбик.
Все, закончили мы вот этот низ, то есть носок, мысок носка. И теперь уже будем вязать его в длину, но уже узором и без прибавлений. 4 воздушных петли делаем. Теперь накид. И в эту же петлю, в первую, провязываем столбик с одним накидом. Накид. Одну петлю пропускаем. Вот эту петельку пропускаем, а в следующую провязываем столбик с одним накидом. Один, делаем накид, воздушную петлю, и в эту же петельку столбик с одним накидом. Теперь одну петлю пропускаем, вот эту пропускаем, в следующую столбик с одним накидом. Одну петлю пропустили, столбик с одним накидом. Теперь воздушная петля, и сюда же в эту же петлю еще один столбик с одним накидом. Накид, петлю пропустили, в эту петлю столбик с одним накидом, воздушная петля и столбик с одним накидом. То есть мы такую как галочку провязываем, видите? Между галочками у нас нет воздушных петель, а в саму галочку в одну петлю мы вяжем 2 столбика с одним накидом, и между ними воздушная петля. В конце ряда доходим, тут у нас одну петлю пропускаем, последняя петля, столбик с одним накидом. Дальше воздушная петля и еще один столбик с одним накидом. Теперь привязываемся соединительным столбиком вот к этой цепочке из воздушных 4 петель, к третьей петельке, чтобы у нас получилась галочка. Первый столбик мы в эту же петлю провязали, но мы вязали 4 воздушных петли, поэтому получается галочка. 3, 4 снова воздушных петли, и теперь мы ввязываемся вот сюда между, вот под воздушные петли в галочке, вот сюда. Первый столбик с одним накидом. Теперь провязали, теперь накид, и под следующую вот сюда, под воздушную петлю в галочку, вот сюда провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля, и сюда же столбик с одним накидом. Под следующую галочку столбик с одним накидом, воздушная петля и столбик с одним накидом. Мы вяжем те же самые галочки, только вот уже под вот эти вот воздушные петли. Столбик с одним накидом, воздушная петля и столбик с одним накидом. Снова под следующую галочку вот сюда. Столбик с одним накидом, воздушная петля и столбик с одним накидом. Вот так мы вяжем дальше следующий ряд до конца ряда. В конце ряда у нас вот тут одна галочка осталась. Провязываем сюда столбик с одним накидом, воздушную петлю и столбик с одним накидом. Дальше 4 воздушных петли было, в третью воздушную петлю мы привязываемся соединительным столбиком, в третью снизу отсчитываем, и у нас получается первая тоже галочка. Вот такой узор. Дальше мы будем его вязать в высоту без прибавок, убавок, 4 воздушных петли, и снова опять идем по галочкам. В первую вот сюда столбик с одним накидом. Дальше под следующую галочку столбик с одним накидом, воздушная петля и столбик с одним накидом. И так далее продолжаем. В
под каждую воздушную петлю вяжем столбик с одним накидом, воздушную петлю и столбик с одним накидом. Первые мы всегда провязываем 4 воздушных петли. Это у нас получается как бы столбик с одним накидом и воздушная петля. И туда же сразу же провязываем еще один столбик с одним накидом. Вот это пропускаем, а вот сюда, где у нас галочка, сюда провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля и столбик с одним накидом. Я думаю, что вам понятно. Узор простой, несложный. Его не надо даже запоминать. Он хорошо виден, когда вяжешь просто под каждую воздушную петельку, столбик с одним накидом, воздушная петля и столбик с одним накидом. Вот таким образом мы двигаемся каждый ряд и провязываем на длину. Вот у меня 23 сантиметра подошва, поэтому я провяжу где-то, наверное, 18-19 сантиметров в высоту вот этим узором. Вот, потому что мы по длине стопы смотрим, да, если вам, например, или мне нужно там 23 сантиметра подошву, то вот где-то 18,5-19, вот до 19 сантиметров мы вяжем этим узором, а дальше оставляем на пяточку 5 сантиметров. 4-5 сантиметров будет на пятку. Но я думаю, что где-то 18 я буду примерять уже и смотреть. Вяжем вот так, продолжаем этим узором. Под каждую арочку вывязываем столбик с одним накидом, воздушная петля и столбик с одним накидом. Двигаемся вверх. Потом я скажу, сколько у меня получилось рядов. Вот я провязала 21 ряд. У меня получилось 18 сантиметров, и оно еще подтянется. Я думаю, этого будет достаточно. 21 ряд. Теперь последний ряд вот здесь я закрываю в цепочку из воздушных петель, в третью верхнюю петлю соединительным столбиком, и нить я здесь сейчас обрезаю. Вот здесь надо закрепить ее и обрезать. Вот эту часть мы закончили носочка. Теперь будем вязать пяточку. Вот надо посчитать теперь нам, сколько здесь у нас петель получилось. А у меня получилось, ну вот каждая дорожка, вот это, да, столбики наверху, вот здесь 2 начальных петли у меня в конце, и потом вот по дорожкам по 3 штуки легко считается. Всего у меня получилось 62 петли. Вот эти 62 петли нужно разделить теперь на 3 части. Это получается, я их поделю следующим образом. Вот по центру я оставлю 20 петель. Вот 20 петель. Вот здесь у меня 7 дорожек получается. Я поставлю 2 маркера на начало дорожки и на конец. И между ними будет как раз 20 петель. Остальные 42 петли оставлю на пяточку и начну вывязывать пяточку. Вот так, посчитайте, у вас может быть ножка пошире. Да, вы можете связать больше, там у вас получится петель. Все равно делим на 3 части. Если ровно на 3 не делится, ну, оставьте по переду на 1-2 петли меньше, чем на пятку. Все. По пятке у меня получится 42 петли. Ну и теперь давайте приступим к пяточке. Вот отсюда начинаем. Перед мы не трогаем. А вот с этой стороны, с левой, начинаем вязать. Справа налево идет вязка, поэтому вяжем сюда. Вот первую петлю от маркера провязываем 3 воздушные петли. Сколько у нас петель будет, мы все должны провязать до следующего маркера столбиками с одним накидом.
до следующего маркера, который у нас на той стороне. Провязываем ряд, столбики с одним накидом в каждую петельку. Нить, которую мы обрезали, не забываем, конец нити прячем сразу в вязание. Вот смотрим петли и провязываем столбиками без накида. Ой, с одним накидом, извините. Столбики с одним накидом в каждую петлю. Друзья, обязательно напишите комментарий к этому видео. Я всегда очень рада читать их, отвечать на ваши вопросы, поэтому хотя бы пару слов, какой-то отзыв об этом видео. Буду вам очень благодарна. Доходим до конца ряда. Вот здесь у нас последняя петля прямо над маркером, где мы поставили. Провязываем столбик с одним накидом последний, 3 воздушные петли, разворачиваемся и вяжем столбики с одним накидом, изнаночный ряд в каждую петлю, начиная со второй. Первая у нас вот воздушные петли подъема, и со второй вот петли начинаем столбики с одним накидом. Вяжем изнаночный ряд в каждую петельку, столбик с одним накидом, точно так, как мы вязали предыдущий ряд. Провязываем все эти петли, доходим до конца ряда. В конце ряда провязываем последний столбик под воздушные петли, вот сюда, в конец ряда. 3 воздушные петли, разворачиваемся, лицевой ряд, то же самое, столбики с одним накидом. И таких рядов нам нужно провязать 6. Вот я сейчас уже начала 3-й ряд. Точно так, столбики с одним накидом. Здесь ни убавок, ни прибавок мы вяжем. В каждом ряду у нас одинаковое количество столбиков. Провязываем таким образом 6 рядов в высоту. Вот мы провязали 6 рядов в высоту. Нить обрезали. У нас получается 6. И по вот здесь по количеству петель у нас получилось 42 петли. Если их поделить на 3, а нам надо разделить их на 3, получается по 14 петель. Отсчитываем петли с краю и считаем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Над 15 петлей ставим маркер. Вот над 15 петлей у нас идет маркер первый. Теперь дальше снова с этой петлей отсчитываем 14 петель и ставим второй маркер. Здесь у нас тоже над, уже 15 у нас была первая, над 14 петлей ставим второй маркер. И до конца ряда у нас тоже остается 14 петель. Вот таким образом мы их делим на 3 части. Вот так поделили. Теперь дальше будем уже вязать пяточку. Так, берем нить, начинаем вязать вот перед маркером. Вот здесь у нас маркер, и мы перед ним одну петлю вот тут вперед захватываем из тех 14 петель боковых, одну петлю, провязываем столбик без накида, маркер снимаем. Теперь делаем накид. Вот этот конец нити завяжем сейчас, ввязываем сюда, делаем накид. Пропускаем одну петлю, там, где у нас маркер стоял, и в следующую провязываем столбик с одним накидом. Дальше провязываем все оставшиеся петли до следующего маркера столбиками с одним накидом.
каждую петелечку. У нас тут получается пропущенная петля. Дальше мы вяжем 13 столбиков с одним накидом, ввязывая вот этот конец нити, чтобы он у нас не болтался. Доходим до маркера. Это у нас задняя часть пятки, задняя нижняя часть пятки. А вот за маркерами слева и справа это боковые части пятки будут. Вот так провязываем все эти 13 петель. Дошли до маркера. Теперь маркер вот этот мы снимаем. И теперь мы не делаем накид. Мы просто эту петлю, у которой у нас стоял маркер, мы пропускаем, а в следующие вяжем 3 соединительных столбика подряд. 2, 3. Теперь разворачиваемся. Соединительные столбики мы пропускаем. Делаем накид и вяжем в обратном порядке 13 столбиков с одним накидом. Вот изнаночный ряд, начиная с первого столбика, с одним накидом, над ним начинаем вязать первый столбик. Все. И назад вяжем снова 13 столбиков с одним накидом. Каждую петельку над каждым столбиком с одним накидом вяжем столбик с одним накидом. Провязываем до конца ряда. И в конце ряда в следующие 3 боковых петли провязываем 3 соединительных столбика. Все, разворачиваемся, делаем накид и вяжем дальше. Опять провязываем наши 13 столбиков с одним накидом над каждым столбиком. Затем доходим до конца ряда, провязываем 3 соединительных столбика в конце ряда, разворачиваемся и снова вяжем то же самое. И повторяем это до тех пор, пока мы не сравняемся с углами боковых, вот до верха боковых частей, пока не дойдем. В конце ряда провязали все столбики. Последний довязываем. И точно так же, как мы в том ряду делали, на боковой части провязываем 3 соединительных столбика. 1, 2 и 3.
Дальше разворачиваемся и снова вяжем изнаночный ряд в эту сторону. Вот пока мы не дойдем до края. Туда-обратно, туда-обратно. Тут мы начинаем 3 соединительных столбика в конце каждого ряда. И вот в этих углах мы должны закончить эту пяточку. Все, повторяем поворотными рядами. Туда-обратно начинаем. Пропускаем соединительные столбики и вяжем. Вот, сравнялись мы, видите, уже провязали последний столбик. Вот такая у нас получилась пяточка аккуратненькая. И теперь мы будем вязать уже верхнюю часть, резинку. Провязываем 3 воздушные петли. 2 воздушные петли достаточно, потому что мы там провязали столбик без накида, и дальше провязываем столбики с одним накидом по кругу. Тут вот не так просто, потому что здесь у нас как бы столбики с одним накидом, поэтому под каждый столбик с одним накидом нам нужно провязать 2 столбика с одним накидом. Вот здесь просто аккуратно, чтобы у нас не стянутый был вверх. Лучше провязать лишний столбик, чем не довязать какой-то. Вот смотрим, идет столбик с одним накидом, провязываем над ним 2 столбика. Он как бы лежачий у нас, да, поэтому над каждым столбиком с одним накидом провязываем 2 столбика с одним накидом. И вот я стараюсь, чтобы дырок больших не было, где-то между столбиками ввести крючок. Вот, и тогда получится более красиво. Вот так провязываем по кругу столбики с одним накидом. Потом над узором начинаем вязать. Вот здесь мы боковую часть прошли. Дальше переходим над узором, будем вязать, и на ту сторону, в общем, от начала до конца по кругу полностью провязываем столбики с одним накидом. Здесь у нас тоже рисунок, по рисунку там видно петли, поэтому над ними, над каждой петлей столбик с одним накидом. Довязываем последние столбики. Закрываем ряд, вот в вершину этой цепочки из воздушных петель соединительным столбиком. Вот, это у нас первый ряд. Теперь провязываем 3 воздушные петли и начинаем вязать резинку. Резинку вот такую мы свяжем рельефными столбиками, лицевыми и изнаночными. Я сейчас поближе пододвину, чтобы видно было. Вот, первый у нас цепочка из 3 воздушных петель. Дальше вот так захватываем столбик с лицевой стороны, провязываем столбик с одним накидом. Теперь следующий столбик захватываем с изнаночной стороны. Вот так. И провязываем изнаночный рельефный столбик. Их еще называют вогнутыми, выгнутыми. Ну вот это лицевой рельефный столбик, когда с лицевой стороны, с изнаночной заводим крючок. Это изнаночный рельефный столбик. Вот таким образом у нас получается резинка. Лицевой рельефный столбик, изнаночный рельефный столбик. От начала до конца ряда мы провязываем вот так, чередуя. Внимательно смотрим, не пропустить никакой столбик. И просто вяжем один лицевой, один изнаночный. Эту резинку можно вязать там 1 лицевой, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, ну то есть как угодно. Но мне кажется, для носочков все-таки 1 лицевой, 1 изнаночный
Это очень даже хорошо. Мне так нравится. Это такая резиночка, она довольно плотная получается, носочки тепленькие. Вяжем до конца ряда. Сейчас покажу, как закрывать ряд. Вот, дошли мы до конца ряда. Тут провязала лицевой столбик, и у нас остается еще 2 столбика. И я вот пропускаю один столбик и закрываю соединительным столбиком, чтобы у нас был здесь один изнаночный между 2 лицевыми. И дальше снова лицевой и изнаночный. Над изнаночным у нас изнаночный рельефный столбик, над лицевым лицевой. В этом ряду мне пришлось один столбик пропустить и связать сразу конец ряда, потому что иначе у меня было бы 2 изнаночных столбика, и было бы очень некрасиво конец ряда бы. Теперь доходим до конца ряда. У нас вот тут цепочка из воздушных петель. Тут сейчас будет легче. Тут у меня уже все столбики соответствуют. Вот я вяжу в конце ряда лицевой рельефный столбик. Дальше идет изнаночный рельефный столбик, лицевой рельефный столбик. И тут мы подошли как раз вот к этой цепочке из воздушных петель. И под нее вот так ввожу крючок просто и провязываю вот так соединительный столбик. Он как бы заменяет изнаночный столбик. 3 воздушные петли и опять лицевой рельефный столбик, изнаночный рельефный столбик. Все, дальше уже рисунок хорошо виден. Он понятен. И вот так вяжем по кругу на высоту, которую нам необходимо. Я свяжу 11-12 сантиметров. Ну, я вам показывала в начале, говорила, что у меня 11,5 сантиметров высота вот здесь. Вот, я считаю, что это достаточная высота для носочка. Так, сколько здесь рядов? Считаем. Вот у меня получилось тут 21 ряд. 21 ряд резинкой. Провязываем вверх. Здесь тоже делаем 21 ряд и закрываем ряд. Нить, конец обрезаем и прячем ее в вязание с изнаночной стороны. Вот такой носочек у нас получился. Внучка моя, для которой я их связала, осталась очень и очень довольна. Вот, я думаю, что вам тоже понравятся такие носочки. Они очень теплые и красивые. Друзья, если это видео вам понравилось, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подпишитесь на канал, оставляйте свои комментарии, очень рада буду на них ответить. До новых встреч!